Привет, армия! Недавно всплыло видео крупным планом Тэхёна и Чингука. На кадрах Тэхён явно сопровождает Чингука, когда тот выполняет свои обычные упражнения. Тэхён не появляется на видео как простой наблюдатель, он наклоняется близко и внимательно стоит рядом с Чингуком. Очевидно, что он там по собственному желанию, готовый помочь, если Чингук в этом нуждается. Такое отношение было неотъемлемой частью их отношений. Такие моменты еще больше подтверждают то, что многие уже знают, между ними есть особая связь. Деталь, которая делает это видео еще более особенным, это отсутствие официальных камер или сотрудников. Другими словами, они не снимают для программы, они просто репетируют в частном порядке, и тем не менее, они продолжают вести себя как всегда, заботятся и поддерживают друг друга. Это показывает, что их поведение не меняется, когда нет зрителей, это придает дополнительный вес тем, кто верит в их связь. Однако не все восприняли это видео одинаково. Некоторые начали говорить, что изображения нереальны, что все они созданы искусственным интеллектом, что такого не бывает в реальном мире. Однако большая часть этой критики исходит от тех, кто не принимает близость Тэхёна и Чингука. Им трудно поверить, что эти двое могут делить эти моменты без камер или съемочной группы. Подобные ситуации также демонстрируют их естественное общение. Они чувствуют себя комфортно друг с другом. Это заметно даже в таких мелочах, как занятие спортом. Для многих это еще одно доказательство того, что их связь не зависит от окружающей среды или контекста. Хотя всегда найдутся те, кто попытается дискредитировать увиденное, важно сосредоточиться на фактах. В этом видео нет ничего преувеличенного или неуместного. Оно отражает интимный момент между двумя людьми, которые уважают и заботятся друг о друге. И это делает его особенным. Этому видео не нужны эффекты или официальные заявления, чтобы быть ценным. Достаточно увидеть, как Тэхён подходит к Чингуку во время тренировки, без лишних слов. Отношения Тэхёна и Чингука всегда вызывали любопытство и восхищение. Их долгое время изображали как близкую пару. Такие сцены подчеркивают эту близость. Когда они тренируются вместе в спортзале, они не только сосредоточены на своих собственных упражнениях, они также поддерживают и заботятся друг о друге. То, как Тэхён остается рядом с Чингуком, наблюдая и готовый вмешаться при необходимости, не всегда можно увидеть среди товарищей по команде. Это форма заботы, порожденная доверием и привязанностью. Чингук не раз показывал, что есть вещи, которые он глубоко ценит. Его работа, его время с фанатами, конечно же, его телефон. Однако недавно произошло кое-что, что ясно дало понять, что превыше всего в его жизни есть кто-то, кто действительно ставит его жизнь на первое место. В одной из частей видео видно, как Тэхён пытается выхватить телефон Чингука, чтобы заснять его. Хотя это не совсем ясно, сцена показывает, что в разгар движения Тэхён теряет равновесие и падает. Поразителен не только этот инцидент, но и мгновенная реакция Чингука. Не задумываясь, Чингук откладывает все остальное и бросается к Тэхёну, чтобы помочь ему подняться. В этот момент ему все равно, что он делает, даже его собственный телефон падает на пол вместе с Тэхёном. Эта деталь становится еще более актуальной, когда мы вспоминаем предыдущий момент в Are You Sure? Чингук попал в аварию и упал в воду, ему помогли сотрудники, его первой заботой был телефон. Он продолжал спрашивать о нем, явно беспокоясь о том, что может с ним случиться. В этом контексте было ясно, насколько важна была для него эта личная вещь. Однако, если мы сравним два момента, изменение очевидно. В этой новой ситуации его телефон тоже лежал на полу. Но Чингук не проявлял того же беспокойства, что и раньше. Вместо того, чтобы проверять или искать свой телефон, он был полностью сосредоточен на Тэхёне. Его приоритетом была помощь ему, убедиться, что с ним все в порядке, быть рядом с ним в этот неожиданный момент, изменение, которое выходило далеко за рамки просто внешнего вида. Он делал это естественно, как человек, искренне реагирующий на то, что было для него самым важным. В данном случае этим человеком был Тэхён. И это подтверждает то, что многие уже почувствовали. Для Чингука благополучие Тэхёна превыше всего, даже его личных вещей. Когда Чингук бросился за Тэхёном, не проверив статус телефона, это была не просто забота, это была настоящая забота. Это не новость для тех, кто внимательно следил за их отношениями. На различных мероприятиях, презентациях и за кадром Чингук всегда был внимателен к Тэхёну. Он сопровождал его, присматривал за ним и помогал ему без просьб. И это последнее видео, еще одно подтверждение этой постоянной динамики.
Также важно понять, что это отражает с точки зрения их поведения как пары, хотя они не всегда говорят об этом публично, их действия говорят сами за себя, они не пытаются ничего доказать. Но то, как они взаимодействуют, демонстрирует очень сильный уровень доверия и эмоциональной связи. В такие моменты их манера поведения остается прежней, близкой, естественной и основанной на искренней привязанности. Тэхён, с другой стороны, также несколько раз проявлял такую же заботу о Чингуке. Это не улица с односторонним движением, их отношения взаимны и сбалансированы, с постоянной взаимной поддержкой. Но в этом конкретном случае именно Чингук утверждал, что, как бы он ни ценил свое имущество, есть один человек, который всегда будет на первом месте. Для многих это еще раз подтверждает, что отношения между Тэхёном и Чингуком не требуют объяснений, им не нужно постоянно говорить или делать заявления об их связи, их действий достаточно, чтобы понять, что то, что существует между ними, реально, близко и глубоко. Во многих видео Тэхёна и Чингука есть повторяющаяся закономерность. Это не что-то высказанное или намеренно подчеркнутое. Это очевидно в том, как они двигаются, когда находятся близко друг к другу, как будто между ними существует постоянная связь, невидимая, но реальная, независимо от окружающей среды или того, кто еще находится вокруг них. Их поведение не меняется, они продолжают естественно взаимодействовать, как будто им просто нужна синхронизация. Эта связь очевидна в самых простых жестах. Когда один приближается и другой. Когда один делает шаг, другой реагирует без особых раздумий. Это не спланированная хореография, а скорее общий стиль, который повторяется в каждый момент, как будто они разделяют общий ритм. Эта спонтанная координация запечатлена во множестве клипов и привлекла внимание своей неизменностью на протяжении долгого времени. Один недавний пример подтверждает это. На случайной записи Тэхён пытается схватить телефон Чингука, чтобы что-то записать. Жест быстрый, почти автоматический, как у человека, которому доверяют. Однако в разгар действия Тэхён, кажется, теряет равновесие и падает. Реакция Чингука мгновенна. Он бросает все, что держит, и бросается помочь ему подняться. Он полностью сосредоточен, нет никаких колебаний или отвлечений, он просто реагирует, и его главная цель – убедиться, что с Тэхёном все в порядке. Этот момент становится еще понятнее по сравнению с другим инцидентом в Аюшур. Тогда Чингук упал в воду, и когда он вынырнул, было ясно, что он глубоко обеспокоен своим телефоном, он упоминал его несколько раз и казался обеспокоенным его состоянием. Для многих эта деталь показывает, насколько он ценит свои личные вещи. Однако, наблюдая за его поведением в последней ситуации, становится очевидна явная разница. Хотя его телефон тоже упал рядом с Тэхёном, на этот раз он даже не взглянул на него. Его внимание полностью сосредоточено на помощи человеку, который находится рядом с ним. Эта смена реакции не случайна, она демонстрирует иерархию приоритетов. В одной ситуации он в первую очередь заботится о предмете, в другой единственное, что имеет значение, это благополучие Тэхёна. Он делает это без усилий, как тот, кто знает, что сейчас самое важное. Ему не нужно думать или анализировать это, он реагирует на момент таким, какой он есть. Ситуация, когда его партнер нуждается в поддержке, и он рядом, чтобы это обеспечить. Такое поведение повторяется и в других контекстах. Это не отдельный момент или конкретная ситуация. Когда они вместе, у них совершенно особый способ взаимодействия. Они естественно прикасаются друг к другу, они подходят друг к другу без страха, и их взгляды не ищут постороннего внимания. Они не играют и не повторяют сценарий, им просто комфортно вместе. Как двум людям, которые хорошо знают друг друга и полностью доверяют друг другу. В этом случае неудивительно, что многие фанаты понимают, что между ними нечто большее, чем просто дружба или знакомство. Хотя они не выражают свои чувства постоянно и не делают публичных заявлений о своих отношениях, факты говорят сами за себя. Дело не только в том, что они всегда рядом друг с другом, дело в том, как они это делают. Постоянное внимание и забота, даже когда кажется, что никто другой не обращает на них внимания. В нескольких видео можно увидеть примеры этой закономерности. Один идет вперед, другой следует за ним, один останавливается, третий следует за ним. Они меняют местоположение, контекст и действия, но их поведение остается неизменным. Это не просто координация взглядов, это то, как они реагируют на движения друг друга, как будто всегда готовы адаптироваться и сопровождать друг друга, независимо от ситуации.